Михаил оставил своего пса Филю на даче всего на полдня. Но так случилось, что мужчину срочно положили в больницу, и за питомцем он вернулся лишь через неделю. Собаки нигде не было. Собаки способны на многое, особенно если оставить их в одиночестве без еды и воды. Хозяин большого Ньюфаундленда Фили, Михаил, до сих пор удивляется тому, что вытворил его пес. Свою историю мужчина рассказал на Пикабу. «Я приехал с Филей на дачу, думал, поживем пару деньков. Там ему нравится раздолье, но меня срочно вызвали на работу, и я оставил собаку на даче буквально на полдня», вспоминает Михаил. Но вернуться за псом у него не получилось. На обратном пути на дачу мужчина попал в аварию, получил сильное сотрясение мозга. Без сознания его привезли в больницу. Очнулся, голова забинтована. «Не пойму, где я, почему». А потом понемногу начал вспоминать. И вспомнил про Фильку. «Беда просто. Я ему ни еды, ни попить не оставил», рассказывает хозяин. И попросить-то проведать собаку было некого. Мужчина давно жил один, а дальние родственники не согласились бы поехать присмотреть за псом. Собака неделю пролежала без еды и воды, брошенная хозяином. Когда он раскаялся и вернулся, обнаружил только остатки поводка, еле дождался выписки. Написал расписку, что ухожу и все риски на себя беру. Филю надо было спасать. Примчался на дачу. Тишина. Зову. Никто не откликается. Яблоки, смотрю, погрыз. Есть, наверное, сильно хотел. Он ведь их терпеть не может, вспоминает мужчина. На огороженном высоким забором участке никаких отходных путей на волю не было, но факт, Филя как-то убежал. Я уже отчаялся и мысленно с ним попрощался, но потом услышал треск, какой-то ветка с дерева упала. Глянул, а там, в общем, мой огромный филин сидел на самой высоте, на дереве. Я ахнул, и сидит, не шелохнется, понимает, что сразу вниз полетит. Сколько он там пробыл, не знаю. И зачем полез? Может, за птицей, а может, избежать хотел, удивляется Михаил. Чтобы снять Филю с дерева, ему пришлось вызывать спасателей. Сам бы он не справился. Операция по спасению прошла успешно. Пес жив-здоров, правда, похудел сильно, но это поправимо.